Ну что, друзья, привет всем. Давненько мы не виделись. Так получилось, что какое-то время я не снимал видео, ну а вот сейчас на время карантина есть, как говорится, часто натхнення, и еще и мало того, есть очень интересный повод рассказать об одном пополнении моей коллекции, которое произошло буквально вот недавно, и я очень старался успеть с этим выпуском как раз до 18 мая, потому как именно 18 мая происходит это событие, это 100-я годовщина со дня рождения папы Иоанна Павла II, которому посвящена монета, даже не монета, а жетон, который мне вот так при таких, в принципе, при стечении обстоятельств удачно просто достался. Как это все произошло? Увидел баннер о том, что в связи с 100-й годовщиной Папы Римского есть такая вот общенациональная программа польская о том, что каждый желающий может бесплатно получить памятный жетон в честь этого события. Ну, я решил, пользуясь случаем, тоже поучаствовать в этом мероприятии, подал заявочку, и вот буквально на днях проверяю почту, а у меня в почтовом ящике лежит вот такая вот посылочка, такое письмо. Ну, по отправителю я, конечно, сразу догадался, что это оно, хотя по условиям продажи было написано, что сначала вы как бы оплачиваете, а потом получаете этот жетон. То есть я рассчитывал, что мне придет какое-то уведомление на почту, я схожу, заполню бланки, оплачу и в ответ получу уже свою посылочку. Но нет, конверт меня ждал, и я его открыл, соответственно, и увидел здесь вот такое вот вложение. Значит, во-первых, это такой памятный альбом. Я его покажу сейчас вот так ближе. Но кажется мне, что в Польше эта серия будет очень популярна. Это действительно один из национальных героев. Это тот, кого поляки очень любят, кого они, ну, на самом деле боготворят. Это святой, это их символ, это человек, который сплотил вокруг себя Польшу, и который является таким вот, наверное, примером настоящего истинного представителя своего народа. Поэтому я уверен, что эти монеты, что эти жетоны, они разойдутся, как говорится, на ура. Вот. Ну, давайте теперь более подробно познакомимся с самими жетонами. Я расскажу, что входит в эту коллекцию. Благо в альбоме, который я получил, есть такое подробное описание. И, может быть, кого-то заинтересует участие в этом розыгрыше этих жетонов, в их покупке. Если будут какие-то вопросы, я буду рад подсказать, ответить и как-то помочь, может быть, с организацией этого. Давайте посмотрим поближе. Ну, вот, собственно, как мы видим, состоит данная коллекция из из 7 жетонов, в общей сложности из 7 жетонов. Один у нас есть, я уже вам его показывал. Вот, еще раз на нем, может быть, более подробно остановимся. Как я говорил, здесь изображение папы Иоанна Павла II, контуры Польши, на ней так схематический герб и надпись «Святой Иоанн Павел II». А вот на обороте тоже дублируется Иоанн Павел II, его настоящее имя Карл Вальтыла, год рождения, столетие с года рождения 2020 и герб Папы Римского, это изображение ключей Святого Петра, тиара, сам герб, и в правом нижнем углу мы видим большую букву М. Я так, честно говоря, искал, что же это означает. Насколько я понял, что это символ Девы Марии, который папа Иоанн Павел II посвятил, собственно, свою жизнь и свое служение. Вот она была для него таким образцом, и именно ее инициал размещен на его гербе. Вот такой вот жетончик у меня есть. Но давайте посмотрим, что же в дальнейшее предлагается. Итак, посмотрим. Первый жетон Водовица. Мы видим, что здесь надпись «Тут все начиналось». Это место, где родился Карл Войтыла, родился и вырос. Вот, собственно, как бы мы видим, что таким основным вехом его жизни посвящены жетоны. Ну вот, логично, что все начинается с Водовицы. Далее это епископ Карл Войтыла. Он стал епископом краковским 28 сентября 1958 года. Вот. Как
пишет здесь в описании, что Кароль Войтыла был всего лишь 38-летним и стал самым молодым членом епископата польского. И тогда же его девизом стали слова «Totus tuus». Мы увидим еще далее, уже встречалось мне это латинское выражение на флагмановском жетоне. Вот это стало его девизом. Ну а пока вот можем внимательно рассмотреть изображение Кароля Войтылы. Написано самый младший епископ. Далее. Инаугурация понтификата. 22 октября 1978 года в Риме был избран, даже не избран, а именно произошла инаугурация, потому что избран он был несколько ранее, это довольно долгий процесс выбора Папы Римского. Вот. Но 22 октября произошла инаугурация понтифика. И что самое интересное, он стал первым славянским Папой Римским, стал первым неитальянцем за последние более чем 450 лет, который занял пост Папы Римского. И в истории он вошел в историю как один из 3 правителей, которые больше всего находились на папском престоле после апостола Петра и еще одного, к сожалению, сейчас не вспомню, кем же был этот, как же звали этого Папы Римского. Следующий жетон «Возврат к дому отца». Вот так выглядит изображение. Собственно, уже мы видим в возрасте Папа Иоанн Павел II. Это по состоянию на 2005 год. Мы видим, что так символически изображен облик Иисуса Христа в терновом венке. Надпись «Возврат к дому отца» и дата 24 февраля 2005 года. В описании указано, что умер папа 2 апреля. Вот почему 24 февраля дата стоит. Я посмотрел в Википедии о том, что именно в этот день он был госпитализирован. И, соответственно, я так понимаю, что на этом, наверное, закончилось его правление на престоле. Ну, в общем, при том, что дата смерти именно 2 апреля, но почему-то 24 февраля все-таки указали на жетоне. Ну, такой очень симпатичный и глубокомысленное изображение. Следующий жетон из этой серии, это уже 5-й, как мы видим, святой Иоанн Павел II. И указание о том, что 27 апреля 2014 года папа был причислен к лику святых. И это одно из самых быстрых событий, когда человека причислили к лику святых после смерти. То есть буквально в течение не прошло и 10 лет. Ну вот мы видим такое изображение. И в описании, да, указано, в принципе, то, что он стал одним из самых быстрых посвящений в святые за всю историю католической церкви. Ну вот, собственно, как будут выглядеть 5 основных жетонов из этой программы. Мы видим, что для них вот места специальные такие под капсулы более большего диаметра. И в самом центре это, видимо, для вот этой золотого жетона, для небольшого диаметра, который, собственно, называется вот так «Totus tuus». Вы помните, это это девиз Папы Римского, который был уже упомянут нами. Вот. И в переводе с латинского это означает «весь твой». И таким образом он подчеркивал свое служение Божьей Матери, инициалы, которые даже были размещены на его гербе. И вот мы видим, что как раз здесь указано, что в левом углу герба, ну, для нас в правом, большая буква М. Ну и вот, собственно, краткое описание монеты, да, то есть что оно будет состоять из золота 14 каратов или 585 проба. На аверсе изображен Иоанн Павел II, фигурки Божьей Матери, собор на Ясной горе и санктуариум Фатимский. Давайте вот посмотрим. Вот оно, это изображение. Так.
И на реверсе, так же как мы говорили, герб Папы Римского и даты его жизни и смерти. Вот, в принципе, здесь реверс отличается от реверса всех остальных жетонов, которые находятся в этой серии, потому что там указан 1920 и 2020 годы. Вот как бы такая. Здесь же дается гарантия от производителя этих монет, ну или, по крайней мере, дистрибьютора, это сокровищница национальная. Вот как бы так выглядит этот альбомчик. Ну что, друзья, вот такой у нас выпуск получился. Я показал вам довольно эксклюзивное поступление в свою коллекцию, потому что, как я понимаю, сейчас только на территории Польши можно будет приобрести подобные жетоны. Ну и, собственно, это именно на польский рынок предназначена вот эта коллекция. Но, тем не менее, мало ли, может быть, кто-то заинтересуется и появится возможность заказать для себя, получить такие интересные жетоны в свою коллекцию. Еще раз скажу, личность это культовая, и действительно этот человек заслуживает всяческого уважения и того, чтобы о нем помнили, того, чтобы его жизненный путь все знали. И, собственно, именно эти цели и преследует данная коллекция. Меня, например, это действительно очень тронуло, и я очень рад, что как раз к 100-й годовщине со дня рождения Кароля Войтылы, он же Иван Павел II, выйдет этот новый выпуск. Ну, а на этом буду со всеми прощаться. Мне, на самом деле, было очень интересно вернуться опять к съемкам нашего видео, к обсуждению монет своих коллекций. Думаю, что это даст старт новому витку на моем канале. И мы с вами еще увидимся, еще обязательно поговорим о разных банкнотах, монетах. В общем, пишите, комментируйте, обращайтесь. Буду рад пообщаться с каждым из вас. Ну и всего вам хорошего, не болейте и пополняйте свои коллекции. Всем пока.